Уважаемые дамы и господа, следующая тема, тема 11, развитие взаимоотношений. Тема 11, развитие взаимоотношений. И занятие первое, этап первый, общение. Занятие первое, этап первый, общение. Так, в данном цикле «Внешние цели. Судьба» мы с вами рассматриваем ключевые вопросы. Первый – это развитие образа жизни. То есть, если у человека есть энергия, он полон сил, у него есть будущее. Если он высыхает, усыхает, будущего у него нет. Несмотря на его знания, хорошие качества и так далее. Если он неправильно организует свою жизнь. То есть задача, чтобы человек был полон, по крайней мере, был полон сил и энергии, тогда он на что-то способен. Да, это была первая тема данного цикла. Вторая, что определяет место человека в жизни и его основные возможности. Это самореализация. Третье, один из основных источников счастья и, опять же, возможностей в жизни – это взаимоотношения. То, что мы с вами начинаем сегодня рассматривать. Точнее, на предыдущих занятиях мы этим вопросам уже уделяли внимание, а в данной теме ощутимо подробнее. Хотя, разумеется, не исчерпывающим образом. На предыдущих занятиях мы с вами говорили, какова достойная цель для достойного человека. В идеале, чтобы у него были выстроены все взаимоотношения. И друзья, чтобы были настоящие, да, и в семье чувство, любовь, чтобы было супер. Чтобы у него отношение к руководителю было, не заставлять себя подчиняться, а никаких проблем, классно. И гордиться тем, что такой руководитель. Да, если ты руководитель, с подчиненными нет проблем, с коллегами нет проблем. Да, с наставником взаимоотношения супер, благодарен, уважаешь. И идеальный вариант по взаимоотношениям – это что? Вот такой выстроенный, скажем, коридор. Все идет очень эффективно, вот каждое взаимоотношение для чего-то предназначено. Все идет очень эффективно, и все дает огромное наслаждение. Человек счастлив. Нет проблем, есть взаимопонимание, в идеале с полуслова, все класс. Но чаще всего такого в жизни не бывает. И, скажем, на просторах интернет множество всевозможных вопросов. У меня такие-то проблемы, что делать? В большинстве случаев вариант один. Нужно изменять себя. Потому что каждый человек в жизни получает то, что он заслуживает. А подобное в конечном итоге притягивает подобное. То есть рыцари общаются с рыцарями, воры с ворами, бомжи с бомжами. Поэтому, если возникают проблемы, нужно понять, что не так. В тебе что не так. Что ты делаешь неправильно, что ты не умеешь делать и так далее. Поэтому наша задача рассматривать, с одной стороны, и соответствующие логические закономерности, что правильно. А с другой стороны, что должен знать и уметь человек, какими он должен обладать качествами, чтобы он был способен решить те или иные задачи. Потому что если он не способен что-то делать, скажем, недоброжелательный, не заинтересованный, кто же будет общаться с радостью с этим человеком? Да никто. Нет оснований. Да, если есть доброжелательность, есть заинтересованность, конечно, не все люди разные, но часть людей будет с удовольствием с тобой общаться. Да, если человек не этичен, зачем же кому-то портить настроение? Лучше общаться с тем, кто этичен. Да, поэтому задача понять, что какие бы там ни были проблемы у человека, нужно смотреть прежде всего на себя
и изменять себя к лучшему. Но по отношению к людям адекватно их оценивать и делать правильный выбор. Да, здесь, правда, если человек не определился, кто он, каким он хочет быть, ему очень тяжело оценивать людей. Непонятно, кто нужен. А кто нужен, если ты не понимаешь, кто ты? Если человек определился, я хочу быть достойным. Кто нужен? Достойные люди. Хочу быть бомжом. Кто нужен рядом? Бомжи. Да? Когда человек определяет, каким он хочет быть, кем он хочет быть, ему легко определять, кто ему нужен рядом. Да? Тогда ошибок возникает на порядок меньше. Если не определился, тогда и непонятно, как оценивать. Во многих случаях непонятно. Поэтому в данной теме мы рассматриваем ключевые вопросы. Первые 4 занятия – это развитие взаимоотношений по этапам. Следующее занятие – это общие требования к человеку, чтобы можно было на что-то хорошее рассчитывать, чем ты должен обладать, кроме того, что мы рассмотрим, да, в первых занятиях. И отличия по взаимоотношениям. По личной жизни, по друзьям, по команде. То есть этапы – это общие правила, не в зависимости от того, неважно, какие взаимоотношения, все равно это общие закономерности. А в каждом случае есть свои отличия. Первое занятие – общие вопросы, дальше отличия по тем или иным вариантам. Итак, в 2 словах по этапам в целом. Этапы, понятно, логически взаимосвязаны. Если человек не проходит первый этап, то на каждый следующий ему выходить тяжело. Это как в спорте, да, пирамида. Да, и чем ближе к вершине, тем меньше там людей находится. Да, как бы счастливых людей там, в любви, дружбе мало. Да. По статистике 80% мы говорили одинокие. Одиночество имеет все шансы стать болезнью номер 1. Почему? Потому что людей не обучают общаться, говорить от сердца к сердцу, да, наслаждаться взаимоотношениями, ценить чувства и многое другое. Все переводится, скажем, в материализм, в расчет. А от этого человеку не очень хорошо. Значит, по этапам. Это и логика, я напоминаю, как развиваются взаимоотношения. И это требования, которые должен человек себе реализовать, чтобы у него была возможность и на каждом этапе, каждый этап он ценен, да, получать пользу, и чтобы можно было двигаться по этапам вверх. Да, первый этап – это комфортное общение. Да, как бы в первом приближении с кем-либо встретились в кафе, это ни к чему не обязывает, вы можете спокойно говорить. В идеале вы говорите с удовольствием. Да, поэтому первый этап – комфортно разговаривать. Второй этап – быть заинтересованным, делать что-то для другого человека. Да, в целом действие. Лентяю это делать тяжело. Да, человек, который легкомысленный, пообещал, не сделал, как бы, шансов, чтобы у него были друзья, тоже почти нет. Да. А зачем? О чем не договорились, все равно не сделает. А зачем договариваться? Да? Поэтому первый – говорить, что было приятно. Второе – действовать. И чтобы формировать репутацию, классный, надежный, сказал, так и будет. А вот с этим человеком и друг классный, и партнер классный, вообще с ним стоит иметь дело. Третий этап – это не просто говорить. Скажем, на втором этапе есть у человека определенный потенциал. Что-то у него болит, мы не трогаем, что-то у него работает хорошо. Вот где можно, там мы действуем. Третий этап, когда есть цель, а почему бы не увеличить возможности, да? Убрать там болевые точки, недоразумения, на порядок расширить диапазон. Да? Тогда как бы нет предела для развития взаимоотношений, по большому счету. Четвертый этап – это уже развитие чувств. Да? На соответствующем занятии доберемся. И долговременные обязательства. Да, всерьез, надолго. По
данному этапу, по первому, сама суть достаточно проста. Как разговаривать с человеком, позвонили, привет, привет, не против кофейку попить, да? Но суть. Сидите, разговаривать неважно. В кафе, в парке или дома вам приятно. Ну, в идеале вам приятно. Это ни к чему не обязывает, вы не берете на себя каких-то обязательств, помочь вам поставить бизнес или решить какую-то сложную жизненную задачу. Да, вы просто общаетесь, да, и вам хорошо. Какие основные цели вот на этом этапе? По крайней мере, два больших направления. Да, цели и задачи, которые решает человек. Одно – это в большей степени, когда идет знакомство, может быть, там первый раз, второй раз, неважно. Вот вы хотите, да, цель понять человека для того, чтобы определиться, и что дальше делать, что возможно. Вот этот человек, он вам нужен в жизни или не нужен? Если нужен, зачем нужен? Насколько нужен? Да? А вторая цель, когда более-менее понятно, что за человек, да, вы определились, вы приятно проводите время. Неважно, смотрите кино, играете в шахматы, да, обмениваетесь новостями, у тебя как дела, что там происходит, о чем говорят одни, о чем говорят другие. Да? Просто рассуждаете, философствуете. Да, в идеале человек приятно проводит время, и для него общение – это роскошь. Да? То есть, по крайней мере, основные целевые установки. Первое – это определиться, а вторая – когда вы понимаете, что за человек, находите какой-то оптимальный вариант, вот, насколько есть возможность и заинтересованность, вы приятно проводите время. А если, скажем, этот этап проходит достаточно успешно, то ничто не мешает, в принципе, делать следующий шаг, если у вас есть интерес. Да, следующий шаг – это и следующий уровень развития взаимоотношений. Это действия, дела. Михаил Юрьевич, огромное спасибо вам за сегодняшнее занятие. Было вот хорошо и сложно, знаете, вот это вот преодоление, когда действительно хочется преодолеть, и хочется научиться, хочется стать лучше, перейти на следующий этап. И мы вот обсуждали, что первый этап, когда этичные взаимоотношения, когда ты можешь себя показать с лучшей стороны, вот, это мы практически все уже научились делать. А вот более-менее, да. Да, а переходить на следующий уровень, когда действительно нужно подтверждать и свои взаимоотношения, и то, что свои намерения необходимо подтверждать делами, и вот те взаимоотношения, к которым ты стремишься переводить их на более высокий уровень, вот это вот по-настоящему новое испытание. Поэтому всем желаю его преодолеть достойно. Спасибо большое. Спасибо. Огромная благодарность, учитель, за сегодняшнее занятие. Было непросто сегодня, особенно вот первая тема. Вот чувствуется, как внутри что-то вот скрипит, что-то рушится, что-то отваливается, то, что не должно быть. Вот, знаете, всегда я смотрел на людей, которые более там высокого уровня, которые там, может быть, там бизнесмены, вот у них вот какая-то интересная такая энергия. Они притягательные люди. Их можно выделить из множества людей. Они могут не говорить, а они интересны. С ними рядышком хочется постоять. Вы знаете, спасибо вам большое за то, что вы даете возможность нам такими людьми шаг за шагом становиться. Обладать новой энергией, становиться магнитом, который может притягивать к себе людей и может переключать их. Благодаря вашим знаниям. Спасибо вам. Спасибо. Всем, кто сражается. Успехов!